Всем привет! Сегодня у нас новый разбор. Этот разбор посвящен знаменитому фильму «Красотка». Культовый фильм, уже даже, можно сказать, стал классикой. История фильма, который переживает герой внутри него, можно сказать, практически часто встречаемая. Не то, что именно там одна девушка работает в соответствующей профессии и выходит замуж за богатого, а именно, я хотел сказать, проживается именно травматика вот эта детская с точки зрения главного героя, который играет Ричард Гир. Его зовут в фильме Эдвард Льюис. Угу. Он там проходит этапы прощения своему отцу. Тоже такой часто встречающийся эпизод детско-родительских отношений. Ты знаешь, так интересно, ты этот фильм рассматриваешь глазами героя, главного героя, а чаще всего принято рассматривать с процесса главной героини. То есть Да. чаще всего смотрят на этот фильм. Но героиня тоже свой урок проходит. А давай вот, правда, глазами героя посмотрим на весь фильм. То есть что происходит с героем, и если посмотреть вообще вот этот конфликт родительско-отцовский, да, родительско-детский конфликт, и посмотреть на это глазами того, что кто такая тогда главная героиня? Вот это Вивьен, да? Да, Вивьен, все верно. Во внутреннем мире. Это его аниме. Конечно. И тогда она получается продажная. Тогда она получается продажная. Ведь еще и сама сфера этого Эдварда, сфера бизнеса, тоже связана с продажами, пилением по частям, покупкой других бизнесов, они их пилят по частям и продают. Как бы перекликается одно с другим. Слушай, если сюда вот так вот рассматривать, то какая главная эмоция, рулящая этим фильмом? Какое чувство они стараются перепрожить? На любви. А травматическое? Травматическое именно одиночество. А мне здесь чувствуется стыд. То есть он преодолевает свой стыд, что он недостаточно хорош для своего отца, и она преодолевает свой стыд. Что она недостаточно хороша для своих родителей, да? Ну, я так думаю, я не знаю насчет родителей, а для себя. В частности. Как-то, мне кажется, здесь вот это вот чувство стыда, оно достаточно сильно проявляется именно на этой эмоции, они сходятся. Потому что, по сути, то, что он делает, да, с одной стороны, ему приносит доход, но с другой вот это вот постоянная внутренняя неудовлетворенность. А у Вивиан внешняя неудовлетворенность. И они на этом сходятся. Плюс еще она достаточно, мне кажется, живет эмоциями больше. То, что не хватает главному герою. Да, но всегда дополняет его. Такая темная анима, да, потому что, как мы понимаем, что она здесь темная. Вообще, по-моему, знакомство у них как раз-таки происходит ночью, когда он сбегает, да? Да, с вечеринки, и вот ночью происходит знакомство. Ведь с чувствами действительно происходит знакомство в бессознательном аспекте в темное время. То темное время, которое боятся все люди, оставаясь самим собой. Да, потому что именно там ты начинаешь распознавать, и если мы говорим то, что это анима, то она достаточно такая свободная, но в то же время зависящая. Она свободна в своих чувствах, эмоциях, но зависимая от внешнего ресурса. А в его контексте получается, что он свободен в материальном ресурсе, но зависим от чувств. То есть им до сих пор управляет конфликт с отцом. Да, и у него вся жизнь выстроена вокруг этого. Именно пройти это. И получается, что оба не свободны. И проход в этом фильме весь основан на проходе в свою собственную жизнь, настоящую. И смотри, как прикольно они друг друга дополняют. Да. То есть она такая достаточно свободная, эмоциональная, свободна в своем поведении. А он такой чопорный, немножко зажатый представлениями о том, как должен выглядеть настоящий джентльмен. И о представлении об этом, который не позволяет себе каких-то вольностей и отступлений. Но уж совсем если не утрировать, то он действительно на самом деле зажат. То есть он не дает себе жить так, как он хочет. Да. Никто ж не говорит, что надо ему тоже выйти на панель и начать чем-то непристойным заниматься. Просто он живет в своей такой запертом представлении. Ограниченном. Ну да. Да, ты знаешь... Он может думать, что он и не ограничен, так как у него финансы, но по сути он ограничен своим представлением о себе. И вот этот вот низменный, скажем, посыл к тому, что сбежать с вечеринки, это же тоже такой бунт. Да, детский бунт. Детский бунт.
А я вам покажу, что я могу, да. Взять чужую машину и поехать. Ну, там такая ситуация была, в принципе. Он не хотел ждать и как раз сбежал на чужой тачке. Момент сепарации, момент взросления. И весь фильм показывает о том, как происходит взросление и у героя, и у героини. Он обращает внимание на внешнее ее проявление, когда вот она садится так в машину, и они там договариваются о цене. Он как раз обращает внимание на цену, потому что он в бизнесе такой человек постоянно, ну, всегда в этом поле крутится. И он сразу это замечает, примечает. А Вивиан, в свою очередь, она уже больше на такие эмоциональные, физические какие-то его распознает. То есть щупает там в тех местах интимных. Живой он или не живой, да? Да, То есть есть потенциал или нету потенциал? Потому что если есть мозг, это не обязательно, что есть потенциал. Как часто приходит достаточно много идей человеку, но энергии, чувств на их продолжение не возникает. Потенциала недостаточно. Ведь он тоже в конце меняет свое видение по поводу того, как можно вести бизнес. Да. И не разрушает. Если сначала идет вся его система на разрушение, то дальше уже идет система на созидание. То есть если Вивиан разрушает свое тело, то он разрушает другие компании. То есть внутреннее и внешнее, такое сопоставление внутреннего и внешнего. И в конце, в принципе, сакральный брак. Ну, брак там не состоялся, но вот эта вот красивая история белого лимузина, якобы принц на белом коне. То есть это достаточно сильный распространенный архетипический сюжет. Который все ждут в основном. Да, которые все ждут. И здесь вот можно сопоставить Золушки, да, историю, когда ты внешне, казалось бы, внешне беден, но у тебя настолько красивый во внутреннем мире живет принц, который переворачивает всю эту историю. Обыденность превращается в какую-то другую жизнь и в какой-то другой жизненный потенциал. Полностью, да, меняет на 180 градусов ход вообще прежней жизни. Угу. И она меняется под действием его. Ведь поначалу они только об эмоциях и чувствах, вот эти в основном вот сексуальных каких-то, он больше про дело, и вот они начинают вот взаимодействовать, у них притирка начинается такая сообразная. Что она любит, что он любит, то есть они даже... Распознавание себя, своих чувств и желаний. И по сути, получается, он в этом фильме понимает свою аниму внутри себя. Да, каждый друг друга познает. Он аниму, она анимус, если мы посмотрим глазами героини. И как интересно закручивается сюжет, что она уже приобретает черты не той вот доступной девки с бульвара, может быть, грубо сказано, но уже такое становится к середине фильма уже такой леди полноценной. Она под действием его поля, можно так сказать, его вот этого образа жизни. Ну, у нее развивается... Она как бы дозревает то, что не было недозрето, получается. Ведь другие же не... Прости, что перебиваю. Нормально. Ведь другие же, находясь в ее условиях, другие девушки, я имею в виду, у всех разные там клиенты бывали, кто-то богатый, бедный, но другие-то не стали такими, потому что у всех своя как бы внутреннее содержание, они растят. Я вот это хотел сказать. То есть было маленькое зернышко, и вырастает какое-то дерево личности. Да, у нее начинает появляться новый визуальный опыт, то есть начинают вовнутрь нее проникать новые картинки. Почему, когда, да, вот эта вот история с визуализацией, почему она работает? Потому что ты набираешься нового эмоционального опыта. Где же тебе взять, если у тебя в родительской семье этого не было, в ближайшем окружении не было, где тебе взять эту идею или этот образ, который ты бы хотел? Примерить на себя это. Примерить на себя, да. Посмотреть, как мне в этом. Почему там говорят, то, что хочешь машину, зайди в салон, посмотри. Ну, то есть из картинки, из какой-то истории сделай это достаточно видимым, достаточно значимым для тебя. Пойми твое, не твое, в конце концов. Вот каждый раз убеждаюсь того, как важно внутреннее и внешнее, и как это важно соединять. Как прикольно они меняются оба, как меняется ее речь. Какая она была в начале фильма, такая вот больше уличная речь у нее была, и как она к середине уже совершенно по-другому начинает разговаривать. Интересно, да, как у него меняется речь в том и числе. У него тоже меняется речь, да. Из чопорной вживую. Вживую, да. И в середине фильма, когда они там лежат уже в ванной, он наконец-то открывает свою душу, то, что вот он, вот эту историю рассказывает с отцом, как он докатился до бизнеса такого. Он рассказывает, что он там
первый бизнес, который он распилил, это был бизнес отца и продал по частям. Очень важно все для того, чтобы как-то вырасти, разделить свое от родительского, начать выстраивать свою систему, Сепарироваться. То есть сепарироваться. Да. он сделал очень такой ключевой момент, я считаю. Он проговорил свою проблему. Ну, Открыл. конечно. Не стал держать в себе. Для этого и существуют, да, в нашем мире психологи, психотерапевты и прочее, для того, чтобы прожить Мгм. эту проблему. Проблема решается уже проговариванием и видением ее, а не Признанием этой замыливанием. проблемы. Признанием, да. На мой взгляд, это уже 50% успеха. Да, потому что ты знаешь, от чего оттолкнуться, если ты прекрасно понимаешь свою картину мира. А когда говоришь, нет, это не черное, это слегка серое, на самом деле там чернота угольная, то проблема никак не будет решаться. Она Мгм. будет только усугубляться. То, что человек отрицает это все. А вот в этом эпизоде он принял, он это еще раз проанализировал, такую ретроспективу сделал. И я даже, по фильму это чувствуется, что ему стало самому легче. То есть настолько классно Ричард Гир сыграл в этом фильме, что передал эту эмоцию. Эмоцию Ну, такого, когда камень с плеч спадает. Вот это вот. Вообще красивая пара. Да, на самом деле красивая пара. И актеры классные. Мгм. Умеет эмоцию передавать. Вообще, вот ты затронул вот эту сцену, где они в ванной лежат, да, ведь это же уязвимость. Они оба находятся в уязвимости, Мгм. они находятся в чувствах, они находятся в такой очень тонкой для себя позиции здесь. То есть эта сцена показывает и говорит как раз-таки о соединении духовного, материального, да, вот о такой какой-то колоссальной близости, умению быть в этом. Признавать, наверное, это что ли? Но очень часто бывает так, что люди, находящиеся рядом, не всегда проявляют свою уязвимость, потому что это небезопасно, потому что это страшно, потому что миру доверять нельзя, и кучу других историй. Поэтому люди, прожившие достаточно большое время вместе, это не значит, что они были вместе. Они могут быть вместе в одном чате. Эмоционально могут быть на двух Вот планетах. это на разных. уметь друг с другом, друг другу проявлять разный спектр эмоций, разный спектр чувств, да, это, наверное, дорогого стоит. И открываться. В этом фильме Вивиан достаточно такая ранимая, она очень тонкая. Вот посмотри, какая у нее интересная динамика из достаточно сильной, а ведь вначале она сильная, дерзкая, такая, я Решительная вся такая. могу. Да, она превращается в уязвимую, когда в том же самом магазине, то есть она дает вот это вот, становится слабой, В непривычной ситуации еще. да, уязвимой, слабой, тонкой. Вот эти вот моменты, вот момент с ванной, он достаточно переломный момент. После этого начинают развиваться другие события, более чувственные. Ты хороший эпизод, кстати, затронула. Действительно, ей пришлось увидеть эту слабость и сбросить, чтобы начать наполняться другим. Да, да. Попросить помощи, признать, что ты слабая. А это очень очень тяжело женщинам, которые находятся в позиции сильной, показать свою слабость. Это все равно, что умереть. Это страшно, опасно вообще. Да. Но на самом деле здесь сила. Самая сила в уязвимости, все верно. Ну, такой вот красивый фильм. Да, и как ты сказала в начале, деструктивный образ бизнеса своего ведет. То есть он разрушает, его продает по запчастям. Как она правильно сказала, угоняет тачки и распродает их по запчастям. Примерно похоже. Да. То есть ничего не создает. Он даже сам это понимает, что он ничего не создает. Ну, когда ты находишься в И травматике, друзья такие. когда ты находишься в достаточно сильном травматическом опытом, разрушать это проще, это привычно. Создавать на это нужно что-то поменять, нужно что-то принять. То есть травма всегда ищет выхода. И тем самым через разрушение она искала выхода. А далее, когда уже вот идет контакт, у него же были отношения с женщиной, почему вот союз не завязался? А потому что невозможно в деструктивных отношениях все внимание направлено на травматический опыт. На вот эту болячку. Да. И только прожив его, начинается, да, раскрытие пути для того, чтобы уже войти в отношения, начать чувствовать, любить. Любить же это чувствовать. Да, это Чувствовать больше. другого, не только самого себя. И в конце вот эта вся история, которая с ним опять приключилась. Когда он встретил вот этого мистера Монстр, что ли, ну, в общем, другого главного героя, чьего верх он хотел купить Мгм. и распилить также в начале. Он увидел другие отношения. Да, и он увидел другие отношения, и этот прекрасный, милый дедуля, он в роли его отца встал.
И если мы будем рассматривать это с архетипической позиции, то в его внутреннем мире появился теплый отец. Не А. подавляющий, а наоборот уже принимающий, Такой поддерживающий. поддерживающий, да. И тогда он находит с ним контакт. И отношения уже новый опыт выстраивания отношений происходит. И смотри, какая динамика у этого Льюиса Эдварда. Мгм. В начале, до этого момента, у него был такой деструктивный бизнес, и окружение такое же было. У него главный друг был, подонок на самом деле. Да? Паразит самый настоящий. Далее уже совершенно оно меняется. Этот человек сам, совершая эту ошибку, напав на Вивьен, он выходит из поля контакта этого Мгм. Эдварда, получив по лицу. Собственно, это и было конец их отношений. Да. Собственно, это к тому, что внешне меняется за счет того, что внутри произошла титаническая работа. Ну, и окружение поменялось, и вот ситуация поменялась. Но всегда, когда мы стремимся к какому-то более высокому или к другому уровню, я не знаю, высокому он или невысокому, но к другому уровню, человек проходит через историю того, что пустоты, да, то есть старое окружение уходит, а новое еще не появляется. То есть с каким-то окружением тебе нужно расстаться, кто-то останется, а далее появляется новый опыт. В этот момент, когда все ушли, но новые еще не пришли, надо просто расслабиться, Надо просто делать то, что делаешь. не заморачиваться. Не заморачиваться. Это кажется, что ты одинок в этом пути. На самом деле просто в этом нужно побыть немного. И на самом деле это немного. А дальше все меняется. Сколько раз у тебя такое было в жизни? Очень много раз. Человек, который куда-то идет, даже когда кажется, что ты один, на самом деле нет. Это очень интересный процесс. Поэтому всегда появляются как сторонники, так и те, кто препятствует твоему уходу. Это нормальный процесс. Да, и те, кто говорят, что Да, не получится ничего, все это плохо, и вообще полная фигня. ой, я не хочу с тобой идти. Ну не иди. Ну да. У каждого свой путь. И вы расходитесь, как молния на кофте в разные стороны. С каждым шагом все дальше и дальше. Да. А это значит, что главное, все зависит только от нас, в первую очередь. А в вторую очередь это уже какие-то форс-мажоры. Ну, жизнь, она на то и жизнь, чтобы быть разной. Да. И форс-мажор — это не исключение, это часть жизни, часть Часть жизненного пути. Поэтому вот неизвестно, где и как тебя поджидает жизнь в лучшем ее проявлении. Ты знаешь, как есть такая притча, я ее дословно не расскажу, но смысл в том, что неизвестно, что хорошо и что плохо. Да, там одному старцу говорят: ой, как плохо, что у тебя сын потерял ногу. Да, он говорит: я не знаю, хорошо это или плохо. Началась война, и сын не пошел на войну. Он говорит: как хорошо, что у тебя сын потерял ногу. Мгм. А старец говорит: я не знаю, хорошо это или плохо. И вот так вот, таким образом развивается вся притча. Что хорошо, что плохо. Мы не знаем, что хорошо, что плохо. Жизнь, она есть жизнь. Доверься обстоятельствам. Где-то надо и плыть по течению, где-то надо и грести. Просто в зависимости от обстоятельств. Надо делать то, что делаешь, то, что тебе нравится. И тогда уже все будет, само все будет складываться, становиться все ладным. Посмотри, герои фильма, они не препятствовали, они просто шли своим путем, каждый из них. И встретившись, они тоже доверились обстоятельствам. Да. Не оценивали, Нет. сколько IQ у нее и насколько толстый кошелек у него. То есть просто такие, как и есть, сразу приняли. Каждый И из них понимал, что сейчас они вместе через какое-то время расстанутся, и никто не жил в иллюзиях, не представлял о том, что какие у них будут дети, да? какие у них будут дети, да. Но в этот момент им было вдвоем хорошо. Очень часто упускается, что в этот момент хорошо. Когда женщина встречает мужчину или мужчина женщину, да, уже какие-то есть иллюзии по поводу того, что а что будет дальше. А пара мы не пара. А вот это хорошо замыливается. Мгм. Мне сейчас с тобой хорошо. А вперед нас бегут страхи. Из этих страхов складывается ожидание. Останусь ли я одна, и тогда я уже замужем за ним, или буду ли я с ним, и тогда свои другие истории. А вот он меня бросит. Там еще события не начали развиваться, а мысль побежала. Да, додумок много уже. Или, а что, очень интересная история, когда люди думают, вот
мне страшно зарабатывать столько денег, потому что меня убьют. Ты еще не зарабатываешь, тебя еще не убили. И даже там, намека нету, еще да? что. Даже намека. Но зато уже пошла идея, уже пошел вот этот сам процесс, что не надо, не надо, тебе не надо туда идти. То есть сами страхи, не попробовав, не познав вкуса. Или люди, да, тоже, ой, мне это не нравится. Почему? Да потому что внешний вид не такой. Ну вот любое блюдо. Очень часто ребенок не пробует, только потому что вот внешний вид не такой, как ему Как он хотел бы. хотел бы, да. А вкус чувствует. Ну, то есть неинтересен вкус, вид. Шелуха. В сказках очень часто вот эта история как раз-таки в женских инициациях отделить зерна от плевел. Убрать шелуху, научиться видеть суть. До сути, да. Вот. Случайно не выкинув жемчужину и забрать себе раковину, да? Наоборот. Да. Здесь вот каждый из героев проникает в свою суть. Даже не в суть чужого, а в свою суть. Получается, они друг для друга стали триггером. Ну, тут, если смотреть с позиции героя, да, она анима для него, и он начинает очеловечиваться благодаря ей. А если смотреть с позиции героини, то он анимус для нее. И у него большой потенциал, просто она с ним не в контакте. И вот здесь вот открывается контакт. А когда контакт открывается, да, возможно, уже и другие отношения. Как-то так. Им точно не надо притворяться. Вот это вот опять-таки сюжет с Ванной говорит, они друг для друга открыты. Больше прятать нечего.